Друзья, всем большой привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Вот они, 4, на мой взгляд, самых лучших флагмана 2022 года из Android-сегмента. Я хочу сегодня вместе с вами попытаться понять, какой же из этих смартфонов является самым оптимальным. Наверное, не лучшим, а, наверное, самым оптимальным. Тот, который за свои деньги больше всего оправдает свою цену. Galaxy S22 Ultra на Snapdragon, Pixel 7 Pro на втором тензоре, Xiaomi 12s Ultra на Snapdragon 8 Plus Gen 1 и Huawei Mate 50 Pro также на 8 Plus Gen 1, но немножко с урезанными частотами. Сегодня мы с вами пробежимся по всем возможностям этих смартфонов. Обсудим дизайн, обсудим камеры, конечно же производительность, конечно же автономность, какие-то особенные фишки, которые есть у каждого смартфона, а также, конечно же, пройдемся по их недостаткам. И в конце я попытаюсь ответить на вопрос, какой бы из этих смартфонов я себе оставил. И так как сейчас очень хорошие цены, и курс доллара позволяет приобрести смартфон гораздо дешевле, чем это, например, могли сделать год назад. В общем, давайте присаживайтесь, будет интересно. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Я хотел бы, чтобы сегодняшний выпуск, знаете, был у нас немножко в форме диалога. Понятное дело, что я пользовался всеми этими смартфонами и всеми другими смартфонами 2022 года. У меня очень большой опыт. Я посмотрел большое количество видео на эту тему. Я каждый из этих смартфонов пропустил через себя, потому что я с ними ходил. И, конечно же, у меня есть определенное мнение вот насчет каждого из них. Но также, понятное дело, есть вы. И у каждого из вас есть тоже свое мнение по поводу всех этих смартфонов. Поэтому я хотел бы иногда задавать вам вопросы и получать от вас ответы. И первый вопрос, который я бы вам задал. Вот скажите, какой бы из этих смартфонов вы выбрали лично для себя? Вот пока мы еще не начали наш обзор и сравнение Huawei, Xiaomi, Samsung или Pixel. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях прямо сейчас. Я предлагаю начать с внешнего вида. И мне, знаете, что нравится? Что все смартфоны, они совершенно разные. То есть у каждого есть свой уникальный дизайн, и вы можете каждый из этих смартфонов узнать. Ну, точнее так, когда вы в теме. И вот глядя на эти смартфоны, я, честно говоря, не могу сказать, какой мне именно больше всего нравится. Я могу сказать, какой мне больше всего не нравится. Мне больше всего не нравится Samsung Galaxy S22 Ultra. Это смартфон, кстати, которым я, наверное, больше всего пользовался из всех этих смартфонов. Ну и понятное дело, что Samsung это некий такой камертон в Android флагманах, да, это тот смартфон, на который равняются, это тот смартфон, у которого классная камера, и я, понятное дело, большое количество времени провел с ним. Камера. И вот дизайн смартфона мне не нравится. Во-первых, знаете, что мне не нравится? Мне не нравится, как выглядит блок камер. Мне очень нравится формат вот этого Galaxy S21 Ultra. Во-первых, он не такой широкий. Во-вторых, я уже сказал, блок камер мне больше нравится. И в-третьих, в руке вот он лежит удобнее. А этот Samsung, он прямо лопата. Он самый широкий из всех этих смартфонов. 77,9 мм ширина. Плюс, конечно же, ты на него надеваешь чехол, а как без чехла? Я напомню, кстати, что все эти смартфоны будут очень дорогими в ремонте. Если вдруг разобьете заднюю крышку, передний экран, это, соответственно, знаете, 1020. Просто раз и вылет. Тем более, что у нас здесь есть смартфоны, например, Xiaomi 12s Ultra, который китаец, который в России вообще, в принципе, не продается. И поэтому, если вы его разобьете, то вам или тем людям, которые будут ремонтировать, им нужно будет из Китая тащить экран для него. Поэтому лучше, конечно же, не рисковать и носить в чехле ваш смартфон. Я спрошу у вас, мы же договорились, да, в режиме диалога. Скажите, если из вас люди, которые пользуются дорогими телефонами, но при этом не носят их в чехлах, напишите, что у вас за телефон и почему вы его носите без чехлов. И вот мы с вами, друзья, разговариваем про дорогие смартфоны, но на самом деле и вы, и я знаем, что топ за свои деньги — это смартфоны от компании Redmi. И каждый человек в какой-то момент своей жизни точно сталкивается с очень простой ситуацией. Нужно купить классный смартфон за недорого. И так как у нас приближается Новый год, то вполне возможно вы хотите порадовать новым девайсом себя, а может быть свою маму или своих детей. Именно для вас, друзья, все эти линки прямо сейчас проходит крутая акция. Redmi Note 11 за 13 990 рублей. Ну а его старший брат Redmi Note 11s за 18 990. Redmi Note 11 и Redmi Note 11s являются одними из самых элегантных в своем ценовом сегменте. Их вес составляет всего лишь 179 граммов, а толщина 8,1 мм. И, кстати, оба эти смартфона имеют влагозащиту по стандарту IP53, то есть они не боятся брызг и дождя. У Redmi Note 11 камера на 50 мегапикселей, а у Redmi Note 11s на 108. Оба эти смартфона имеют сверхширокоугольную камеру, чтобы делать потрясающие фотографии, а также имеют макро-модуль и еще модуль для портретиков. То есть всего у нас в каждом смартфоне по 4 камеры и еще есть селфи-камера. У смартфонов отличный AMOLED-экран, и яркость поднимается до
1000 нит, то есть в любой солнечный день вы без проблем будете считывать абсолютно всю информацию с экранов. Вы сами прекрасно знаете, что AMOLED-экраны — это современные технологии, плюс очень глубокий черный цвет, яркие контрастные цвета. Ну а за плавную анимацию в этих смартфонах отвечает 90-герцовое обновление дисплеев. И самое главное, смартфоны очень удобно лежат в руке, потому что диагональ у них 6,43 дюйма. У нас есть возможность использовать две сим-карты, карточку памяти. У нас сверху есть инфракрасный порт для того, чтобы управлять техникой. У нас есть NFC для бесконтактной оплаты, а сверху у нас есть 3,5 мм джек, чтобы слушать музыку. За быстродействие у нас отвечают свежие процессоры. В Redmi Note 11 Snapdragon 680, а в Redmi Note 11s MediaTek Helio G96. С этими процессорами и их производительностью оба смартфона без проблем справляются со всеми повседневными задачами и, конечно же, тянут игры, в том числе и тяжелые игры. От 0 до сотни смартфоны заряжаются примерно за час быстрой зарядкой, которая идет в комплекте в 33 Вт. Ну а аккумулятор в 5000 мАч дает возможность смартфону прожить целый день, а кому-то может быть и 1,5 и 2 дня. Все это в зависимости от ваших сценариев использования. И еще что очень важно, за классное звучание этих смартфонов отвечают стереодинамики. В общем, друзья, эти и другие смартфоны вы без проблем найдете в интернет-магазине CityLink. Ну а главное преимущество CityLink — это хорошие цены и очень широкий ассортимент. Конечно же, в CityLink продаются не только гаджеты и смартфоны. Есть еще и ноутбуки, компьютеры, и товары для дома, и спортивные товары, и еще много чего. Вся необходимая информация находится по ссылке в описании, так что приятных вам покупок и с наступающим Новым годом! Кстати, возможно, у вас еще возникла мысль: Филипп, а почему ты решил, что вот это самые лучшие флагманы? Потому что вы, например, считаете, что Asus Zenfone 9, он самый лучший. Да, конечно же, в 2022 году было большое количество флагманов. Был и Vivo, был и Asus, был и Motorola, был и Sony. Но я бы сказал так, вот это самые продаваемые смартфоны. Это те смартфоны, которые являются самыми, наверное, широкими среди всех. Понятное дело, можно поспорить насчет Huawei, например, у которого там нет Google сервисов, и в связи с этим есть определенная суженность, но он находится на первом месте DxOMark, нельзя было его не брать. Поэтому я для себя выбрал эти смартфоны как лучшими. Поэтому из этих 4 смартфонов дизайн меньше всего мне нравится Samsung. При этом я еще вот что хочу обратить внимание. Конечно же, у Xiaomi классный дизайн, но вот это стекло, его проще всего среди всех этих смартфонов. Поэтому он, безусловно, выглядит классно, и вообще все таки ничего себе, какая у тебя камера. Но, конечно же, разломаешь вот эту штуку и все. Вообще спорить о дизайне — это, конечно же, последнее дело, кому что больше нравится. Ну вот я просто рассказываю свое мнение. Кстати, знаете, какой самый легкий смартфон? Это Huawei. Он весит всего лишь 209 граммов. Например, Samsung Xiaomi весит 228-225 граммов. Ну и вообще Huawei, наверное, в принципе, лучше всех лежит в руке. У него есть скругление. Он самый тонкий, потому что у него толщина 8,5 мм. А вот самым узким является Xiaomi, но он достаточно толстый. Поэтому, наверное, по эргономике лучше всего лежит в руке Huawei. Но я думаю, что многие поспорят, что вот это заднее решение блока камер тоже не самое лучшее с точки зрения дизайна. Так что на вкус и цвет, как говорится, разные фломастеры. Давайте дальше перемещаемся к экранам. Ну, понятное дело, что у нас здесь самые крутые топовые экраны. Самый яркий экран у Samsung 1750 нит. Кстати, на данный момент уже у нас есть новый лидер по яркости среди Android смартфонов. Это Xiaomi 13. Там 1900 нит. Ну а вообще самый яркий смартфон — это iPhone. У него 2000 нит. Конечно же, у них у всех 120 Гц. Но при этом на Huawei, наверное, самый простенький экран, потому что он как минимум не LTPO. То есть все вот эти смартфоны имеют LTPO матрицы. Соответственно, их частота может меняться. У кого-то от 1 Гц до 120, у кого-то от 10 до 120. Huawei так не может. У него обычная OLED-матрица, 1 миллиард цветов, 120 Гц, и частота начинается от 60 Гц. Но с другой стороны, у Huawei есть Face ID. Многие скажут, конечно же, что челка — это ерунда, и в 2022, а уже в 2023 году челка вообще никуда не годится. Я с вами согласен, действительно, челка — это немножко устаревшее решение, и я бы лучше от нее, например, отказался. В пользу обычной разблокировки, потому что здесь есть и сканер отпечатка пальцев, то есть вы в любом случае смартфон разблокируете. Но если говорить по технологическим решениям, да, то челка — это является самое продвинутое решение с точки зрения разблокировки и днем, и ночью, и в темноте, где хотите разблокируется. И еще это самое секьюрное решение, потому что именно этот Face ID выстраивает 3D-модель лица, и у тебя происходит разблокировка. А у всех остальных происходит разблокировка только при помощи фронтальной камеры. А еще у Huawei самый нешумный экран. 1920 Гц составляет частота, а это означает, что от него меньше всего будут болеть глаза, если вы, в принципе, как-то реагируете на шум. И, конечно же, у нас есть сканер отпечатка пальцев. У кого же он самый медленный? И вы знаете, я бы сказал, что так, они все быстрые, реально быстрые. Я не могу из них какой-то выделить. Я могу сказать, что Huawei и Samsung медленнее всего по лицу разблокируют.
разблокируется. Это я могу точно сказать. В остальном у всех разблокировка происходит очень быстро. И еще у Huawei, кстати, самое маленькое разрешение. Full HD+, 428 точек на дюйм. У всех остальных свыше 500 точек на дюйм. Но это когда мы включаем галочку, чтобы у нас было это разрешение. Я всегда пользуюсь Full HD+, и когда у меня на Samsung есть возможность использовать максимально большое разрешение, Quad HD, я все равно его не включаю, потому что в этом не вижу никакой необходимости, и вообще большое разрешение быстрее убивает аккумулятор. Но при этом у Huawei есть своя особенность в плане экрана, это специальное защитное стекло Kunlun. То есть есть такая версия, которая стоит там 1000 на 10 дороже, она сзади рыжая, и там такое стекло, что оно просто неубиваемое, и если вы посмотрите обзоры на YouTube, большое количество блогеров просто бросали этот смартфон на пол, это выглядит очень страшно, но он не разбивается. Точнее, у одного только, у Proteka разбился, у всех остальных не разбивается. Это хорошо. И, кстати, я напомню вам, что вот все эти смартфоны можно приобретать у моих друзей компании Cyprus. Я вам сказал, что вот Samsung можно приобретать за 58 тысяч рублей, так и Pixel тоже стоит в районе 60 тысяч, и Xiaomi 12S Ultra тоже в районе 60 тысяч. Huawei только в Ципрусе, по-моему, пока не продается, но Huawei без проблем можно купить в России. В общем, если хотите прицениться, переходите вниз по ссылочке, и если, кстати, именно по этой ссылке перейдете, сделайте покупку, вам будет подарок, так что welcome. Еще одна вещь, которая есть только у Huawei, как вы думаете, что? Правильно, это Nano Memory Card. Это карточка памяти, здесь все очень просто. Ни у кого ее нет, у Huawei она есть, правда, это специальная Huawei-овская карточка, она максимально бывает только на 256 гигов, ну и она достаточно дорогая. Кстати, что касается памяти. Самая минимальная базовая комплектация это 8128, и это у Samsung, у всех остальных 256. Samsung, получается, самая такая немножко жадная компания. Но при этом Samsung самая крутая компания, потому что здесь можно взять версию на 1 терабайт и 12 гигабайт памяти. Красота! У всех остальных максимальная версия на 512. И еще один интересный момент, максимальное количество памяти оперативной 12 гигабайт. А вообще это не самые крутые результаты, потому что вы знаете, что и у ROG-фонов там по 16 гигабайт и так далее. Но самое интересное, что Huawei имеет в максимальной комплектации только 8 гигов. 8 на 512. Но там, где мы говорим про память, мы говорим и про производительность. Ну, значит, у нас ситуация такая. Начнем технически. У Google свой процессор Google Tensor 2. Выдает порядка 800 с копеечкой тысяч баллов в AnTuTu. В Samsung у нас стоит Snapdragon 8 Gen 1, 900 тысяч баллов в AnTuTu. В Huawei у нас стоит Snapdragon 8 Plus Gen 1, но выдает он меньше, чем в Samsung, 870 тысяч баллов в AnTuTu. И в Xiaomi 12S Ultra у нас стоит тоже 8 Plus Gen 1, но он выдает 1 100 000. То есть самый крутой по производительности это Xiaomi. Что самое интересное, и в Xiaomi, и в Huawei стоит одинаковый процессор. В Huawei только немножко зарезана основная частота, и поэтому, наверное, он выдает такое количество баллов AnTuTu. При этом, чем хорош Snapdragon 8 Plus Gen 1? Это тем, что он особенно не греется. 35 градусов во время прогона теста AnTuTu — это очень хорошие результаты. Все остальные процессоры греются больше, например, Samsung нагревается до 38-40 градусов за один прогон AnTuTu. При этом я проводил свой тест на производительность и запускал одновременно, по-моему, 17 или 18 приложений на этих смартфонах. И делал это в 2 круга. Сначала просто запускал, а потом возвращал из памяти. Так вот, Samsung обогнал Xiaomi, но при этом Pixel, только не 7 Pro, а 6 Pro обогнал Samsung. 7 Pro оказался самым непроизводительным. И вообще получается вот такая интересная штука, что Pixel 7 Pro является самым непроизводительным. Он меньше всего подходит под игры, он больше всего в играх лагает, он больше всего нагревается в играх, он меньше всего тянет игры, и у него большие проблемы с Genshin Impact и остальными играми. Вот этот его собственный процессор Google Tensor 2 не очень хорош для всех тяжелых мероприятий. Google на презентации, собственно, так и говорили, они не собирались выпустить самый быстрый смартфон, но, собственно, у них этого не получилось. Меньше всего набирающий смартфон в AnTuTu это Pixel. Он набирает 750, ну, по крайней мере, у меня, тысяч баллов. У некоторых людей он разгоняется до 800 там с лишним, но вот у меня 750. Но! Есть же но! Это работа системы. Так вот, работа системы лучше всего в Гугле. То есть у Гугла самая плавная анимация. И вы знаете, вот этот момент анимации, его очень сложно на самом деле прочувствовать, когда ты постоянно пользуешься одним смартфоном. Но как только ты кладешь Huawei и берешь в руки Google, ты такой, вот оно что. Да, то есть это работает только на сравнении. Сами по себе эти все смартфоны очень плавные. Ну, единственное, что
Samsung периодически подлагивает, к сожалению, подфризивает. Да, мы знаем эту историю, причем с One UI 5.0 эту ситуацию улучшили, но все равно Samsung немножечко такой поддергивается периодически. Это совершенно не проблема, просто мы это принимаем как должное. Но при этом Google Pixel, он самый плавный, он лучше всего отрабатывает анимации, и у него, кстати, анимации самые длинные, наподобие iPhone. Понятное дело, что мы в большинстве случаев смартфонов можем настраивать анимации, чтобы они были больше, короче, или вообще их убирать, но так или иначе, вот от Pixel остается самое приятное впечатление. Кстати, самое приятное впечатление от него остается и в плане вибрации. Я бы сказал, что от него и от Samsung самая приятная вибра. Самая менее тактильная приятная вибра, я бы сказал, наверное, на Huawei. Оно хорошее, безусловно, да, хорошо все, но оно такое чуть-чуть попроще. Теперь давайте поговорим про звучание. Ну, понятное дело, что звучание — это вообще отдельная история. Кому-то высокие частоты — это хорошо, кому-то высокие частоты режут и так далее. Сравнивать звучание достаточно сложно. Кому как. Но при этом есть какие-то более-менее объективные моменты. И вы знаете, какой есть объективный момент? Если взять Pixel 7 Pro и если взять Huawei Mate 50 Pro и вот так вот начать смотреть и слушать музыку, то вы услышите, что музыка снизу идет громче, чем сверху. То есть то стерео, которое есть и в Pixel, и в Huawei, оно немножечко неравноценное, и оно смещено к нижней части. Я бы сказал, для флагмана это не очень хорошо. Я думаю, что флагманы должны звучать ровненько, хорошо, и сверху, и снизу. Как вы там это сделаете, это уже ваша проблема. Но когда наши главные смартфоны, да, все-таки это iPhone и Samsung, звучат ровненько по стереопанораме, все остальные, понятное дело, должны к ним стремиться. В общем, это странный момент в плане звучания. Дальше давайте поговорим про возможности операционной системы и вообще, насколько удобно с этими смартфонами работать. Понятное дело, у нас здесь есть сразу не то что аутсайдер, но смартфон, с которым сложнее всего все-таки взаимодействовать, и где есть нюансы, это Huawei Mate 50 Pro. Как бы он мне не нравился, а мне он действительно нравится, но то, что у него нет Google сервисов, для кого-то это может стать проблемой. Тут надо сделать небольшую оговорочку. Я уже рассказывал и в своих видосах, и в принципе, если открыть YouTube, вы посмотрите, как много есть видео на тему того, как жить без Google сервиса. И без них жить действительно можно. В целом совершенно не проблема. Очень важно является то, каким софтом вы пользуетесь. Потому что есть софт, который позволяет вам установить G-Space, установить G-Box, как-то все это дело перемешать, поднастроить правильно Huawei, чтобы он для вас работал хорошо. Есть программы или там игры, например, которые этого не позволяют сделать. Вот этот важный момент. И еще один есть момент, это Xiaomi 12s Ultra, потому что он выпускался только на китайский рынок, то есть в оригинале у него есть только китайская прошивка. У меня здесь установлена глобальная прошивка, в ней есть русский язык, но эта глобальная прошивка, она, грубо говоря, неофициальная, то есть вам нужно ее, грубо говоря, накатить. Либо, когда вы будете покупать на Алиэкспрессе или еще где-то, попросить продавца, чтобы он это сделал, установил глобальную прошивку. С этим тоже могут быть определенные нюансы, ну а если этого не делать, соответственно, у вас китайская версия, китайская прошивка и только английский или китайский языки. Не сказать, что это проблема, но точно могу сказать, что для кого-то это будет стопором. Безусловно, самым универсальным смартфоном с точки зрения операционной системы это Samsung. Потому что Samsung, во-первых, никаких нету проблем вообще ни с чем. Огромное количество настроек, огромное количество кастомизаций. Можно делать все, что хочешь. Я бы сказал так, это самый функциональный смартфон. Я уж молчу про то, что у него есть стилус, которым, понятное дело, что пользуется 1 из 1000, но так или иначе. Этот смартфон можно использовать как компьютер. То есть его можно подключить к вашему монитору. У нас включится режим Samsung DeX, и вы можете этим пользоваться. Опять же, этим пользуется, наверное, 1 человек из 1000, но это можно делать. У других смартфонов вот такого функционала нет, так что, безусловно, Samsung является самым функциональным устройством, ну а самым плавным устройством является Pixel 7 Pro. Теперь давайте поговорим про аккумулятор. 5000 мАч у Samsung, 5000 у Google Pixel, у Huawei 4700, у Xiaomi 4860. При этом по зарядке эти смартфоны вообще не рекордсмены. Например, Pixel имеет только 30-ваттную зарядку, а вообще в большинстве случаев он заряжается в 23 ватта, и он заряжается порядка 2 часов. Это прямо страх. Samsung на втором месте. Имеет 45-ваттную зарядку, заряжается порядка часа с лишним. Ну и быстрее всего заряжаются Huawei и Xiaomi, там 66 и 67 ватт зарядки. Это, соответственно, минут за 40-50 смартфоны заряжаются. Тут все хорошо. По беспроводу, опять же, у Pixel 22 ватта очень медленно, у Samsung 15 ватт очень медленно, а вот Huawei и Xiaomi умеют заряжаться со скоростью 50 ватт, это, соответственно, порядка 50 минут.
Ну а что касается того, как же смартфоны работают в течение дня, ну я бы сказал так, они в основном выполняют свою главную функцию, чтобы смартфон продержался целый рабочий день. Единственный важный момент, если у вас рабочий день начинается в 7 утра, то скорее всего часть из этих смартфонов уже не доживет до вечера, если вы активно их пользуете. Но если ваш рабочий день начинается в 9-10 утра, то наверняка смартфоны будут доживать. Что самое интересное, каждый из этих смартфонов работает как-то по-особенному. И у него есть хорошие дни и плохие дни. Я вам сейчас покажу несколько скриншотов у каждого смартфона. Вот, например, Samsung. Смотрите, 4 часа 31 минута экрана. Это не очень хороший результат. Второй вариант. Время работы экрана 5 часов. Третий вариант 5 часов 37 минут. Pixel. Работа экрана 5 часов 49 минут. 5 часов 20 минут. На Xiaomi 6 часов 56 минут. Красота. 8 часов 34 минуты. Фантастика. И тут же 4 часа и 2 минуты. То есть 8 часов или 4 часа. И у Huawei такая же история. 7 часов 50 минут. Класс. 4 часа 15 минут. Не класс. То есть что у нас получается? Лучше всего, наверное, автономность у Xiaomi 12s Ultra. Ну а дальше вот эта троица. Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra и Huawei. Причем я бы сказал, что у Huawei, наверное, хуже всего автономность. Ну и теперь давайте поговорим про камеры. Значит, я вот что могу точно сказать. У каждого из этих смартфонов есть свои прямо очень хорошие стороны в плане камеры и есть слабые стороны. У каждого смартфона. Именно поэтому мне на самом деле очень сложно сделать выбор, какой бы из этих смартфонов я для себя оставил. Если говорить про техническую сторону основного сенсора, то самая лучшая камера, безусловно, на Xiaomi 12s Ultra. Здесь самый большой сенсор, соответственно, туда попадает наибольшее количество света. Но при этом самый лучший набор камер у Samsung, потому что здесь 4 камеры, есть основная на 108 мегапикселей, есть трехкратное увеличение и есть 10-кратное увеличение. И, конечно же, есть широкоугольная камера. То есть ты можешь делать фотографии, начиная от макро и заканчивая фотографией Луны. У Xiaomi и Pixel 5-кратное оптическое увеличение, а у Huawei 3,5-кратное оптическое увеличение. И если говорить о технической стороне, у Xiaomi, у Huawei и у Pixel 50-мегапиксельные камеры. Но при этом у Huawei 50-мегапиксельная камера не самого топового уровня, это IMX766. Но при этом Huawei оказалась на первом месте рейтинга DxOMark. Можно доверять этому рейтингу, можно не доверять, но так или иначе, первое место. На втором месте, кстати, у нас Pixel 7 Pro, на третьем месте iPhone 14 Pro Max, но при этом смартфон с самым крутым сенсором находится на 12 месте, а на 14 месте находится смартфон с самыми, как я сказал, лучшими вариантами, да? Дальше мы смотрим на съемку видео. Samsung и Xiaomi умеют снимать 8К видео. Pixel и Huawei не умеют снимать 8К видео. И еще интересно, что не все эти флагманы умеют снимать на фронталку 4К. Например, Xiaomi не умеет снимать. Самое худшее приложение камеры у этих смартфонов это у Huawei. Очень неудобно им пользоваться. Чтобы поменять разрешение видео, надо уходить глубоко в настройки. Неудобно перемещаться во время съемки видео между телевичком и другими камерами. Нужно ползунок туда-сюда возить. Неудобно. Самое, наверное, удобное приложение, ну, наверное, у Samsung. А еще, если включить съемку видео в 4К 60 кадров в секунду, Huawei и Pixel умеют переключаться во время съемки между разными объективами. Ширик, основная камера, телевичок и так далее. Но Samsung и Xiaomi не умеют переключаться во время съемки. То есть тебе нужно останавливать съемку. И вот так вот все смартфоны. В одном телефон очень хорош, в другом он проигрывает. Но если кратенько сказать про каждый из этих смартфонов, я могу сказать так. Huawei лучше всех фотографирует людей. Прямо очень классно получается фотография. Ночные кадры он делает очень прикольные. Немножко, правда, перенасыщенные, но зато выглядит очень здорово. При этом видео Huawei снимает достаточно посредственно. Несмотря на то, что он умеет переключаться в 4К 60 кадров в секунду на разные моды. Samsung это как раз такая универсальная камера, которая хорошо делает фотографии везде. У него самый лучший телевичок, 10-кратное увеличение. Но при этом фотографии на основную камеру или на телевичок получаются хорошими до того момента, как ты не сравниваешь их с Huawei, где прямо очень хорошо. У Pixel своя история. С одной стороны, у него целая армия фанатов, которая говорит, что Pixel это самое лучшее. Это типа, знаете, как iPhone. Вот iPhone лучше всех и все. Вот эти ребята тоже говорят, что Pixel лучше всех. Они не смотрят на дикий перешарп, который есть на этом смартфоне. На то, что лица людей зачастую становятся какими-то, ну, повзрослевшими лет на 10, наверное. Эти пикселеводы не обращают внимания на то, что Pixel зачастую делают фотографию такую более приглушенную, не такую яркую и так далее. Но при этом я могу точно сказать, что Pixel делает лучшие фотографии людей вот в обычной жизни, в движении и так далее. То есть, если у вас бегает ребенок, вам нужно его сфотографировать, на Pixel будут самые четкие фотографии. Стоит, наверное, вспомнить также на Pixel про HDR+, но, честно говоря, в этом году меня Pixel с этим HDR не особо порадовал. Что касается Xiaomi 12s Ultra, он тоже делает хорошие фотографии, у него действительно большой сенсор, у него очень классная боке получается оптическая, и на телевичок он делает классные фотографии,
фотографий, но при этом не умеет снимать на фронталку 4К и не умеет переключаться между камерами. Но вы наверняка хотите все-таки увидеть каких-то примеров. Давайте, друзья, прямо сейчас я вам покажу примеры, как же работают камеры на этих смартфонах. И я предлагаю рассказ о камерах начать именно с этой очень приятной прогулки по Санкт-Петербургу. 4К 60 кадров в секунду, это набережная реки Невы. И мы сразу видим, что два смартфона у нас дают более синюю картинку, это Samsung и Xiaomi. И мы должны понимать, что вот эта более голубая картинка, это неправильная картинка. Это очень хорошо заметно по снегу, потому что снег у нас стал тоже голубым. Очевидно, что снег должен быть белым. Но Samsung и Xiaomi решили, что надо немножечко скрасить картинку, поэтому они добавили вот такого цвета. Плохо это или хорошо, каждый решает для себя, но они показывают немножко видоизмененную картинку. Конечно же, в дневном видео очень сложно найти какую-то разницу, но мы все-таки ее сейчас увидим, потому что мы смотрим на стабилизацию, и вот сейчас я пробегусь, и вы увидите, что у нас появляется разница. Пока, по большому счету, все примерно одинаково, и вот я побежал, и посмотрите, Samsung хорошо, Pixel неплохо, Xiaomi вообще жестко стоит на своем, на Huawei самая слабая стабилизация в 4К 60 кадров в секунду. Причем Full HD 30 кадров в секунду, там все хорошо, но вот в этом варианте 4К 60 кадров в секунду Huawei снимать сложнее всего. И еще один момент, на который я обратил внимание, это то, как смартфоны записывают звук. Точнее так, насколько они умеют давить шум ветра. У нас здесь есть два смартфона, которые прямо отличаются от двух других. Давайте послушаем. Прикольно, да? То есть Samsung и Huawei давят шум вообще отлично. Huawei самый тихий, а самый громкий у нас получается Xiaomi 12S Ultra, и Pixel 7 Pro тоже особенно не умеет давить шум. Обращаю ваше внимание на это, потому что мне показалось это прямо интересным. А вот еще один сложный сценарий, с которым все смартфоны справляются по-разному. Мы снимаем человека, в данном случае Аделину, против солнца. И, сразу видно, что пиксель у нас самый неконтрастный. Еще посмотрите на шумы, которые внизу на пикселе, на видео. Прямо ужас. Galaxy неплохо. Xiaomi как-то очень темновато. Huawei дает самую такую яркую картинку. Аделина прям довольна на Huawei. А Xiaomi очень темненько, Pixel очень серенько, и Samsung, что-то такое средненькое. Меня вообще очень расстраивают те шумы, которые я сейчас вижу на Pixel. Почему же Pixel не умеет снимать видео? Прямо ужас. Ну и ночная съемка 4К 60 кадров в секунду тоже очень сложно. Значит, мы здесь смотрим и на стабилизацию, мы смотрим, конечно же, на детализацию. Детализацию очень хорошо смотреть по коре деревьев и очень хорошо смотреть по траве. Смартфоны все по-разному показывают, но сейчас у нас прямо начнутся разные картинки. Во-первых, обратите внимание на Huawei. Фиолетовое небо получается, и низ тоже очень сильно засвечивается. На Huawei самая странная картинка. Почему черное небо становится фиолетовым. При этом на пикселе прямо черное небо, Samsung чуть-чуть синенький, и Xiaomi немножко засвечивает. Вообще на пикселе и на Samsung, посмотрите, Исаакиевский собор выглядит максимально хорошо. На Huawei все немножечко красноватое, а на Xiaomi немножечко все засвечено. Но вот эти вот синие ореолы внизу на Huawei из-за поднятия ISO, это прямо плохо. Прямо плохо. И этот смартфон стал у нас лучшим по версии DxOMark. Хочется спросить у DxOMark: ребята, вы там чем вообще занимались, когда оценивали смартфон? Прям очень странно. Сейчас смотрим на траву. Как это ни странно, но на Xiaomi меньше всего деталей, при том, что у нас здесь дюймовый сенсор, и он, по идее, улавливает большее количество света. Много шумов на пикселе, достаточное количество шумов на Huawei, на Samsung шумов немного. И это интересно, потому что раньше на Samsung было достаточно много шумов в съемке ночью. Ну вот такая вот история, друзья. Что вы думаете по поводу видеосъемки? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Все смартфоны, посмотрите, снимают по-разному. Еще обратите внимание на светлые части зданий на заднем плане. Еще обратите внимание на блики. На пикселе вообще очень много бликов. Ну и, конечно же, вот эти фиолетовые пятна сверху и снизу на Huawei. Это крайне странно. Я не знаю, могут ли это допилить программным обеспечением и обновлением прошивок, но я очень сильно надеюсь на это. В общем, друзья, напишите, что вы думаете по поводу видеосъемки, и давайте переходить к фото.
Ну вот давайте начнем с этой простой фотографии. Сразу видно, что пиксель у нас ушел в какие-то очень темные тона, из-за этого фотография выглядит очень грустно. Также видно, что Xiaomi не такая яркая, и самая яркая у нас фотография на Huawei. После увеличения видно, что детализация, наверное, больше всего на Huawei. На Xiaomi как-то все размазано, на пикселе тоже, видите, волосы склеенные. Samsung неплохо, но если увеличивать, опять же, на Samsung появляется много шумов, а на пикселе вообще лицо покрывается какими-то артефактами. А это тоже Аделина, но уже вечер. Опять смотрим, Huawei самая яркая фотография, Xiaomi самая скромненькая фотография. По детализации здесь выглядят все примерно одинаково. Можно обратить внимание на фонарики. Видите, они на всех смартфонах практически засвеченные, то есть они белые, хотя они были желтые, и только на Huawei они желтые. Еще обращаем внимание, что на всех смартфонах есть определенное размытие сзади, но на Huawei его нету. То есть весь кадр в фокусе. Деталей, наверное, больше всего на Xiaomi. Если посмотреть на волосы, они самые не склеенные. Ну и вот здесь, если посмотреть, пиксель тоже неплохо, а у Huawei и Samsung деталей нету. Еще одна интересная фотография против солнца. Самая светлая фотка на Xiaomi, самая контрастная на Huawei. Ну вот Xiaomi хорошо по детализации, Huawei хорошо по детализации, Samsung и Pixel хуже. Если делать увеличение, на пикселе опять появляются артефакты. Xiaomi делает очень хорошую фотографию, по деталям отлично. Но если посмотреть отсюда, видите, на Xiaomi у нас есть вот такой ореол. Это у нас не очень хорошо и корректно работает HDR. Видите, вокруг человека прямо такая белая полоса. Ни у кого у других больше такого нет. Ну и пиксель, как всегда, самый серенький. А вот фотография, сделанная на телевик. Делаем увеличение и видим, что на Huawei не хватает деталей. Вы знаете, на Huawei выяснилась такая штука. На холоде камера замерзает. Это прямо факт. Из-за этого у нее появляется такая мутноватая картинка. Но здесь вообще лучше всех справился, наверное, Samsung, я так думаю. Фотография корабля. Закат. Снег у нас немножко голубой на Xiaomi. И Xiaomi вообще любит подкручивать в сторону холодных цветов. Делаем увеличение, смотрим, что с HDR не справился Xiaomi, здесь засвет. На пикселе здесь засвет. На Samsung практически нет засвета, и на Huawei практически нет засвета. По деталям все очень хорошо справились, а это та же фотография, но на сверхширик. У кого-то небо более голубое, да, вот Xiaomi, например, небо более голубое, на пикселе более сдержанное, на Samsung тоже более голубое небо. Опять же, есть смартфоны, которые любят подкрашивать. Опять засветы на пикселе, засветы на Xiaomi, на Samsung и на Huawei засветов меньше, точнее так, практически нет. По деталям все тоже дают примерно одинаковую картинку, может быть, тросы немножко на Huawei пропадают по сравнению с другими. Ночная фотография, опять посмотрите, как все подсвечено на Huawei, прям очень яркая картинка, даже с перебором. У остальных смартфонов более реалистичная картинка. На пикселе чуть-чуть все зеленое, и на пикселе опять вот здесь есть засветы. Смотрите, пиксель у нас обладает функцией HDR+, и у него единственного вот здесь засвет. Все остальные справились. Фотография моей супруги Александры. Huawei опять, посмотрите, выделяет лицо, а на Xiaomi, наоборот, лицо какое-то очень серое получилось. Давайте смотрим на детализацию. Xiaomi, безусловно, со своим дюймовым сенсором делает очень хорошие фотографии. На Samsung не хватает детализации. Видите, у нас на коже уже немножко не хватает деталей. И на пикселе, честно говоря, тоже. Еще одна ночная фотография. Пиксель немножко стал зеленым. Xiaomi немножечко стал голубым. Видите, у нас такой голубой ореол получился. Huawei опять все подкрасил и немножечко стал синим. Samsung никуда не поменялся. Посмотрите, какое большое количество бликов на Xiaomi, а на Samsung нету вообще бликов. Это прикольно. На пикселе есть блики и на Huawei есть блики. Здесь на пикселе, наверное, детализация самая слабая. У всех остальных примерно одинаково. Ну и на прощание небольшое селфи. Опять же, посмотрите на Xiaomi, какое серенькое получается лицо. Samsung хорошо, Huawei хорошо. И темная такая контрастная картинка на пикселе. Да, на Xiaomi как будто бы деталей не хватает, а на Samsung прямо наоборот такой перебор по деталям, я бы сказал так. Слишком уж видно даже, как все накрашено, даже какой-то перебор. На пикселе, ну, тоже по детализации так себе фотография. Huawei что-то среднее сделал. При этом Huawei сделал плохо, это солнце, и Xiaomi плохо сделал солнце. Samsung и Pixel лучше. Ну вот мы с вами посмотрели фотографии. Что вы скажете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну что, друзья, вы скажете про фотографии, а? Мы с вами посмотрели сейчас небольшой обзор фотовозможностей, но прямо сейчас в моем телеграм-канале, знаете, что проходит? Слепое голосование. 8 флагманов 2022 года. Помимо этих телефонов еще есть Sony Xperia Mark IV, есть OnePlus 10 Pro, есть iPhone 14 Pro Max и какой-то один еще телефон. И, конечно же, Vivo X80 Pro. Слепое голосование — это означает, что вы сами выбираете фотографии, которые вам нравятся, при этом вы не знаете, на какие смартфоны они сделаны. Портретики, пейзажи, ночная съемка.
селфи, телевички, сверхширокоугольная камера. Каждый день мы будем выкладывать по несколько подборок фотографий. Все, что вам нужно, это заходить и голосовать за те фотографии, которые вам понравятся. В прошлом году самым крутым у нас был Vivo X70 Pro Plus. Ссылочку на телеграм-канал я оставляю внизу. Переходите, можно голосовать уже прямо сейчас. Ну что, друзья, вы все видели сами, теперь давайте поговорим о ценах. Значит, сразу можно сказать, что самый дорогой смартфон это Huawei. Во-первых, его нет в серой рознице, то есть он продается только в DNS, там еще где-то, и он стоит 69 тысяч рублей, вот это Pro-версия. Есть еще 50 обычный, я с ним не ходил, поэтому ничего не могу сказать. Короче, 70 тысяч рублей. И тут же Pixel 7 Pro, минимальная версия на 12128, у моих друзей Цифрусе 55 тысяч рублей. Кайфово, да? Или Galaxy S22 Ultra на 8128 61 тысяча рублей. Ну и Xiaomi 12 Ultra 12256 стоит 60 с копеечкой тысяч рублей. То есть по факту вот что мы получаем. Huawei является самым дорогим устройством. Мне он больше всего нравится по камере. Мне не очень нравится, как он снимает видео, и он стоит 70 тысяч рублей. При этом все остальные телефоны стоят в районе 60 тысяч рублей. И вот как же понять, какой из этих смартфонов топ за свои деньги? Ну, можно сказать так, Huawei точно не топ за свои деньги, потому что он стоит дорого, здесь Google сервисы не работают, и есть вот такие всякие разные моменты. Топом за свои деньги, наверное, все-таки стоило бы назвать Pixel. Да, безусловно. Pixel за 55 тысяч рублей, хорошая камера, хорошая автономность, хорошее быстродействие, но при этом, если вы любите играть в игры, Pixel уже и не очень подходит, да? Тогда мы, может быть, посмотрим в сторону Samsung, у которого и камеры хорошие, да, и есть трехкратное увеличение, 10-кратное увеличение, и, в принципе, это, наверное, самый распространенный телефон среди вот этих всех смартфонов, ну и стоит 61 тысячу рублей. Что касается Xiaomi 12S Ultra, это телефон для энтузиастов, то есть те люди, которые готовы купить себе китайский смартфон на глобальной прошивки. Те люди, которые понимают, с чем они столкнутся, и те люди, которые вообще знают о существовании этого телефона и знают, в чем его прикол, да, они купят его и наверняка будут получать удовольствие. Ну и, наверное, сейчас самая главная штука, это что я бы для себя оставил из этих смартфонов, какой бы на данный момент из этих телефонов я бы выбрал. Вы знаете, мой выбор, наверное, будет самым нелогичным. И из этих всех телефонов я возьму Huawei Mate 50 Pro. Я объясню почему. Во-первых, конечно же, как он фотографирует. Меня это прям сразило. То есть я увидел разницу с Samsung, я увидел разницу с Pixel, и я такой, ни хрена себе, Huawei, ну вот вы прямо даете. И в этой ситуации я закрываю глаза на то, что у него очень неудобное приложение. Я закрываю глаза на то, что есть вот эта история с Google сервисами. Я могу точно сказать, что я отлично продержался несколько недель с этим телефоном, использовал его как основное устройство и смог порешать все необходимые вопросы, ну кроме того, что мне в стендоффе заблокировали мой аккаунт. Все остальное я порешал. То есть этот смартфон, безусловно, не является лучшим среди этих телефонов, но мне он больше всего понравился. В начале года мне очень нравился Samsung, как он делает портретики, и вообще он мне казался очень прикольным телефоном. И Pixel хорош, и Xiaomi, конечно, хорош, но все-таки у меня вот душа моя лежит к Huawei. Возможно, потому что он самый свежий из этих телефонов, и я еще к нему, ну, не остыл, не знаю. Но мне вот больше нравится Huawei. Если вы вдруг соберетесь покупать Huawei, обязательно посмотрите, вот здесь находится мое видео. Вообще, про все эти телефоны есть видео на моем канале. Обязательно посмотрите, потому что у вас точно будут вопросы по работе этого телефона. И еще в браузере закиньте себе в закладки FOPDA. FOPDA и Huawei Mate 50 Pro, Huawei P50 Pro, Huawei P40 Pro. Короче, идите изучайте, как работает Huawei в реальном времени. Ну а вообще, если вы хотите купить флагман, но у вас нету 55 тысяч рублей на Pixel, ну здесь все очень просто. OnePlus 10 Pro за 40 тысяч рублей. Или Xiaomi 12T Pro тоже за 40 тысяч рублей. Шикарные смартфоны. Xiaomi будет более продвинутым телефоном, потому что там и процессор хороший, и камера на 200 мегапикселей, и аккумулятор круто работает. Но мне больше нравится, как работает OnePlus. Он технически похуже, чем Xiaomi, но как он работает, мне нравится больше. Вот это прямо топы за свои деньги. 40 тысяч рублей. Офигенные флагманы 2022 года. Собственно, друзья, на этом все. Давайте заканчивать это длинное видео. Очень надеюсь, что оно оказалось для вас полезным, и мне интересно узнать у вас, какой бы вы все-таки из этих телефонов выбрали и почему. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну а я, как всегда, вам говорю огромное спасибо. Все необходимые ссылки на телефон и все остальное я оставляю внизу. Переходите, посмотрите. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Не болейте, всем счастливо и пока.